блин, сейчас. Так, без так, ну что, давай. Ага. Без так, ну что. Сегодня делаем... Сегодня делаем татуху. Сама по себе как бы несложная, ничего такого, иероглифы. Но очень интересное место – шея. Весьма такое, ну, как это называется, специфичное. Да. Специфичное для нанесения татуировок место, немного неудобное, да не даже не немного, а такое ну, как бы неудобное. Поэтому вот сегодня... насколько тебе сейчас будет неудобно. Да, вот и посмотрим, насколько мне будет неудобно и... ну да, покажу вам, как приспособиться, чтобы не опростоволоситься. Чтобы поудобнее было работать. То есть, как поставить человека, как посадить его, как, ну, и все остальное. Сейчас, да, сейчас я, ну, просто голову сделать вот так, и все. Сейчас затрансферю, переведу, и будем дальше смотреть. Как обычно стоишь, то есть, обычное, ну, твое положение. Вертикальное. Такой раз встал. Я обычно хожу так. А чё мне нравится-то? Классическая стойка. Называется вальяжно. Вальяжно, да, чисто, вольно. Так, не надо задирать. На шее идет вот такая вот вена. Вот такая вот, хорошая. То есть надо делать практически по ней, чтобы посередине, самое главное, разметить, чтобы у нас никуда не уехало сюда. Здесь это будет, ну, как у Хитмана, короче, будет, типа того. Вот, поэтому мы строго вертикально, не заваливая никуда на бок абсолютно, делаем строго вертикально, поднимаем, грубо говоря, до мочки. Ну, если по желанию. Ну да, там, в принципе, по желанию. Но в целом, как бы, делается, ну, то есть, если делается один, то он делается на шее, если делается несколько, то желательно поднять до мочки уха, чтобы это выглядело как, ну, визуально прям круто и красиво. Ну, а вообще это индивидуально все. Да, все, подсыхаем. Можешь пока присесть. Только, да, тебе было удобно делать татуировку. Голову желательно максимально наклонить в другую сторону, чтобы, во-первых, натянулась кожа, и ты еще и сам будешь ее натягивать. И это самое такое, ну, прям вот нужно что сделать. Максимально комфортно, чтобы тебе было работать. Если лежа, будет немного неудобно это делать, потому что, во-первых, голову не получится настолько наклонить в сторону. Есть в этом нюансы, то, что у человека затекает, ну, если долго работать, затекает шея. Но это единственный момент, когда можно прям комфортно и удобно работать, потому что кожа сама по себе натягивается. Здесь очень сложно натянуть кожу именно вот, ну, вот, чтобы она была, это придется за шею человека вот так вот. Да, ну, мало ли, может, кому-то нравится такое, ну, блин. Вот, сам факт того, то, что ходит и бьет только на шее. Ходят легенды, да, что кто-то кому-то делал, и тот кто-то кайфанул, короче. А если на кадыке? Ну, это вот так вот ложится человек, да, и лежит. То есть, ну, здесь вот как раз, блин, вот тот момент, когда максимально наклонив голову в другую сторону, натягиваешь кожу именно вертикально, а когда начинаешь работать, ты еще поднатягиваешь ее вот таким вот образом. Да. Еще момент, не очень удобно именно упор руки сделать, то есть когда там делаешь что-то, не всегда это очень удобно, не всегда представляется возможным сделать грамотный упор руки. Новичкам лучше приспосабливаться, да? Ну да, то есть уже по ходу работы ты приблизительно приспосабливаешься, как тебе сделать там или там. Лучше взять иголочки, там, допустим, 7 РЛ или 9 РЛ. Ими проще всего, потому что они испытывают наименьшее сопротивление от кожи, когда прокалывают ее. То есть кожа вибрировать начинает, и не всегда получается, ну, проколоть должным образом. Здесь очень неудобно делать контура.
всегда получается с первого раза. И начинаем сразу же ее прокрашивать. Ну, я во всяком случае делаю так, чтобы максимально снизить дискомфорт для человека, чтобы не возвращаться потом и не красить заново после контуровки его. Нам здесь иероглифы позволяют это сделать, потому что они далеко расположены друг от друга. Вот, поэтому мы сразу будем делать прокрас. И вот такими штриховыми движениями, как будто карандашом мы закрашиваем, мы начинаем вкрашивать туда. То есть, вот опять же я натягиваю кожу и сюда, а она уже туда натянута, в ту сторону. Поэтому в два направления, 3, и кожа натягивается как барабанчик. Самое главное, ну, хорошо прокрасить, без проплешин. И минимизировать травму. Не елозить слишком долго на одном месте. Все, готово. Дальше поехали. Вот это вот неудобные линии вот в эту сторону для меня вообще прям. Поэтому мы будем красить ее снизу вверх. Семерка, кстати, киви. Очень хорошо себя показывают. Даже в таком месте, как шея. Обычно, ну, на шее очень сложно, потому что кожа вибрирует. И иголки с плохой, ну, заточкой или спайкой очень плохо красят. Или контурят. Не суть важно, что конкретно, но просто сам факт. Бывали у меня такие случаи, то что просто, ну, не вкрашивают туда. Ну, и здесь еще и кожа играет большую роль. Какая сама по себе кожа, тип кожи какой. Здесь прям вообще кайфово. И вот так из контура в контур, не торопясь. Как ощущение? Шикарно. Здорово? Не, ну, честно говоря, я надеялся, что будет не так больно. А, не так больно? Ну, чтобы вообще как будто ручкой нарисовали. Ага, ага. Ну, я бы мог тебе нарисовать ручкой. Потом берешь этот, как его, гель, лак для волос и брызгаешь себе им постоянно. И все, у тебя татуха нормальная, постоянная. Только не мыться надо. Это я люблю. Не мыться? Ага. Класс. Но кожа даже не краснеет практически. Не, ну вообще, кстати, по ощущениям болевым, по 10-бальной шкале, где самое больное, где самое не... Самое больное будет вот здесь. Понятно. Вот. Ну, Там, запястье тоже да, всегда там, где больно. тонкая нежная кожа, там, где близко сухожилия или косточки, там болезненнее всего. А менее? Там, где больше мяса. Плечо как раз, да? Да, плечо, лопатка, что там у нас еще? Ляжки. Эти ляжки, да. И шея в итоге сколько получает баллов? Среднюю, Ну, да. шея в среднем где-то баллов 6-7. Подмышки как больно вообще, внутренняя часть, где-то под подмышкой, рядом с подмышками, там вообще тоже очень больно делает. Ну там да. просто нежная кожа, да? Да. Там, где тонкая нежная кожа, тоже очень болезненно. Есть карта боли, так называемая. Там, где болезненнее всего, и там, где менее болезненно. То есть, ну, что такое менее болезненно? Это не настолько сильно болезненно, чем, грубо говоря, там в самом болезненном месте. То есть там зеленая зона, желтая зона, оранжевая зона и красная зона. Вот красная зона — это самые болезненные места, которые есть. Что, ну мне прям подмышкой было плохо, возле подмышки. И вот эта внутренняя часть, я без бейсбола вообще не смогла Да, вывести. очень болезненные места подмышки. То есть даже запястье как бы нормально. Не терпимо, больно, но терпимо.
Вот этот, которому татуировку делал, псих на шее. У него прям под скулу заходила надпись, то есть вот сюда, вот так вот. Вот он говорит, что ох, вообще прям жестко-жестко. Ну, они же любят, что они же садомазы. Ну да, они же садомаза. Здесь существует такой один момент, что когда ты делаешь контур, как я уже говорил, он припухает. И потом под него подкрасить становится очень сложно, поэтому лучше делать сразу, максимально прям, ну, плотно вкрашивать. То есть ты практически контур не делаешь. Да, я его просто царапаю для себя, именно область там, где мне нужно работать, отмечаю. Все, остальное я уже просто сразу начинаю прокрашивать, потому что, ну, чтобы не было лишнего отека, лишней опухоли. Такую работу, в принципе, можно сделать вот прям, ну, именно вот таким вот образом. То есть она не требует какого-то там прям долгого художественного какого-то рисования и все остальное. Поэтому. Но здесь существует шанс того, что если долго елозить на одном месте, пытаться прокрасить, можно разрезать кожу. Здесь вот именно в этом самый прикол, чтобы, ну, сделать татуировку быстро, с минимальной травмой. А сколько ты уже занимаешься? Давно уже. Начал еще в армии. Ну да. Контур можно отвести уже как раз, ну, потом, то есть когда вы уже все закрасили. Вот тогда можно сделать контур, прям четко отвести, отграничить линии и все остальное. А вставать приемлемо вообще? Что делать? Сейчас, если встать. А зачем? Ну, не знаю. Может, удобнее будет. Я не думаю, что стоя будет удобнее. Потому что, ну, во-первых, упор нужен. А если человек выше тебя? Или ниже? Не, просто, ну, вот так вот, если просто рассуждать, если человек выше или ниже тебя, стул ты можешь отрегулировать высоту. Ты можешь свой отрегулировать, ты можешь клиента стул отрегулировать по высоте, что тебе будет удобно работать. Здесь вот как раз и надо, ну, очень внимательно смотреть по поводу прокраса. Лучше красить, конечно, с первого раза проходиться. Здесь очень нежная кожа. Также очень внимательно, ну, смотреть и по поводу подплывов, чтобы не было подплыва. Что можно очень легко поставить тоненькими иголками как раз. У кожи тут, конечно, тоже есть свой ресурс, запас прочности, но лучше не испытывать этот момент. Не стараться сделать так, проверить, а насколько ее хватит. Это вот как раз вопросы были, почему разбивается кожа. Потому что у нее есть свой ресурс, который, ну, можно исчерпать просто элементарно вообще, а и контурными иглами еще проще его исчерпать. Но там-то человек написал то, что после плотного закраса, после блэкухи, потому что кожа еще не успела восстановиться, она молодая, она наросла, тонкая. А когда она восстанавливается полностью, то, ну, естественно, кожа становится плотнее и грубее. Поэтому полный курс восстановления татуировки — это 1,5-2 месяца. То есть 1,5-2 месяца татуировка заживает. Первую неделю она заживает снаружи,
запечатывается поверхностная рана, а внутри татуировка заживает еще месяца полтора. Красочка устаканивается, укладывается как надо. И все такое. Все эти нюансы и моменты, конечно, затягивают заживление. Но лучше потерпеть. Для второго какого-то прохода лучше потерпеть, дать коже хорошенечко зажить, чтобы она пришла в себя прям максимально, восстановилась, и только потом начинать делать там второй какой-то проход, там, потому что блокуха это такое прям очень жесткое насилие над кожей, можно сказать. Кладется очень плотно, и кожа максимально страдает. То есть нагрузка большая на кожу в этот момент идет. Она еще потом болит месяц, наверное, то место. И начинаем закрас. Вот здесь вообще, потому что здесь кожу тоже сложно поднатянуть. Вот, и здесь тоже надо быть очень внимательным. Самое главное не вылезать за контур. Да, тогда вообще. Иначе его придется делать толще. Соответственно, придется делать толще все иероглифы. И, естественно, с толщиной можно уже потом просто очень сложно угадать будет. Поэтому иероглифы будут разной толщины. Потом зачеркнуть, короче, на этой стороне и перейти на другую сторону. А здесь написать «Исправленному верить». Почему ты такую тоненькую взял иголочку? Потому что ей проще всего. Девятка у меня 35-я. Девятка мне не даст таких тонких линий и в самых маленьких местах прокрасить. Семерка самый оптимальный вариант, потому что она 30-я. Она и тоненькие линии ей можно сделать, и прокрасить. Все зависит от поставленной задачи. То есть, иглы подбираются под задачу. Какая стоит задача? Если стоит задача сделать какой-то, мексиканский шрифтак, там, леттеринг какой-нибудь, то, конечно, можно взять что-нибудь потолще. Но один хрен придется обводочку делать какой-то тоненькой иголочкой. Если же предстоит сделать какую-то прям, жесткую надпись, там, каким-то каллиграфическим шрифтом или еще как-то, то можно взять, конечно, там 9-ку RL какую-нибудь, там, или тот же самый 11 RL. Но опять же таки все зависит от толщины самого шрифта. То есть иглу надо подбирать именно под сам шрифт, под толщину. А вообще по-хорошему, то есть чем тебе удобнее, тем и делай. Вот так. Как у меня был один товарищ знакомый, не знаю, жив он, не жив, он в Москве. Дима Зак. Одноглазый у него погоняло было. Вот. Короче, Russian Tattoo Equipment, RTE, у него тачки он делал. Так вот, он делал вот такие вот вещи, он даже не рисовал их, он просто брал и магнумом, сразу херачил. Да, сразу рисовал магнумом, чтобы не заморачиваться. Раньше татуировки не было столь такой предвзятости. Да, то есть татуировки были проще какие-то, соответственно, то есть не настолько сложные, не настолько там требующие разного какого-то там оборудования, максимально разного оборудования.
все было намного проще. Были еще на тот момент эти, как его, больше, ну, вот работали только этими премейдами, потому что модулей не было. И паяли большинство мастеров премейды для себя сами. Конфигурации, которые им нужны, и именно из тех игл, которые им нужны, то есть которые им больше всего понравились в работе, допустим. Я работал больше Excalibur, либо камовские иглы. Я тоже сам себе паял и все остальное. У меня был куб этот. Короче, сидишь ночью, колдуешь, паяешь, потом стерилизуешь это все, в одноразовую упаковку это все каждую запихиваешь. В общем, там такое колдовство ночами происходило, чуть ли не танцы с бубном. Вот. Сидишь, эти пайки, короче, ваяешь, особенно раунд магнумы, разводить это все, это лезвие между иголочками вставляешь, каждую иголочку разводишь. В общем, блин, ну, очень интересно было, познавательно. Сейчас этого всего лишили людей, упростили гораздо работу. Китайцы сначала начали выпускать уже спаянные иглы, потом начали появляться модули и все остальное. И сейчас уже люди даже большинство и не знают, какие иглы, какие в рассыпное, какие названия были и как это паять и все остальное. И что такое распаечный куб. Ну да, какие-то олдскульщики, которые, ну, допустим, до сих пор отдают дань. Но сейчас очень много фирм, которые перестали это все производить просто, понимаешь? Сейчас уже невыгодно производить, невыгодно конкурировать с модулями, потому что здесь у тебя все в одном. И, собственно говоря, зачем тебе усложнять самому себе жизнь, сидеть, паять иглы и все остальное. Поэтому напаянные иглы уже, то есть и все, как бы там, все очень просто. Ну вот и все. Вот и все, вот и все. Все. Да, ничего не чувствовал. Но верхний самый Болючий, да. оказался. Чем выше поднимаешься, потому что здесь кость, и вот этот вот, короче, хрящи начинаются. И поэтому там самое чувствительное место. Если бы мы начали вообще из-за уха делать, то там вообще было бы... Там все-таки я бы орал. А это все виновато